Россия хотела быть великой державой, которую боятся и уважают. И в какой-то момент это даже работало. После вторжения в Украину ее ненавидели, но и опасались. Да ну их нафиг, они же чокнутые! Кто-то все еще сохранял отношения. Из страха, из прагматизма, из надежды урвать скидки на газ. Дипломаты Кремля верещали о многополярном мире, пугали ядеркой, строили рожи неприступных боссов. И часть мира действительно предпочитала не связываться, мало ли чего. Эти психи еще отчебучат. Но прошло всего пару лет, и страшилка развалилась. Россия хотела быть волком, а оказалась облезлой шавкой, которая сама отгрызла себе хвост. Союзники разбежались. Друзья делают вид, что не знают ее в лицо. Сегодня даже самые лояльные бывшие партнеры ржут в голос и вежливо, но твердо посылают Кремль на 3 буквы. Великие геополитики из Москвы умудрились довести ситуацию до того, что их уважать уже просто невозможно. Потому что уважать можно даже врага, но не клоуна, который сам себя поджигает на сцене и кричит, что это спецоперация. И вот об этом сегодня поговорим. Как Россия и конкретно ее гениальное руководство своими руками закопала даже те позиции, которые еще оставались после 2022 года. Как они так старались выглядеть страшными и великими, что остались в гордом одиночестве. Я рад приветствовать вас на канале «Утилизатор реальности». Здесь мы разбираем политические мифы и вскрываем реальность так, что потом хрен развидишь. Устраивайтесь поудобнее. Сегодня будет весело и немного больно, если вы вдруг фанат Кремля. После 24 февраля 2022 года Россию возненавидел почти весь цивилизованный мир. Это факт. Санкции, изоляция, призывы к бойкотам. Но при всей этой ненависти ее продолжали бояться, потому что у Кремля было главное оружие – непредсказуемость. На переговорах за границей российские чиновники изображали маньяков с ядерной кнопкой. А мы ведь можем и ёбнуть. И это срабатывало. Многие страны не рвали отношения окончательно. Кто-то из страха, кто-то из прагматики, кто-то из надежды сесть на газовую иглу со скидкой. В ООН Россия оставалась с правом вето. В БРИКС ее слушали хотя бы из вежливости. Африка и Латинская Америка охотно торговали. Китай и Индия покупали нефть. На Ближнем Востоке видели в ней хоть какую-то альтернативу США. Даже на постсоветском пространстве кивали и делали вид, что готовы советоваться. Кремль мнил себя центром антизападного блока. Мечтал, что половина мира встанет под его знамена. В Москве любили грозно стучать кулаком по столу, убеждая, что без России никакой мировой безопасности не будет. И самое смешное, часть мира действительно так думала. Русские, конечно, неадекваты, но сила у них есть. Риторика а-ля гопник. Боятся, значит уважают. И эта стратегия держалась ровно до того момента, пока не стало очевидно. За понтами ржавое железо и набор глупейших многоходовок. Когда стало ясно, что российская армия застряла в Украине, как мамонт в болоте, а экономика трещит под санкциями, партнеры начали задумываться. Но тогда еще не убегали массово. Все выжидали. Ведь даже ослабленная Россия все еще казалась силой, с которой надо считаться. Короче говоря, они могли сохранить позиции. У них был шанс. Мир не рвал их на части сразу после 24-го. Но потом в дело вступили российские дипломаты и руководство. И вот тут начинается цирк с огоньком. Вот тут начинается самое веселое. У них был шанс закрепиться хоть каким-то центром силы для третьего мира, сохранить пару друзей. Но наши герои в Кремле решили сыграть в дипломатию по понятиям. Стратегия очень простая. Шантаж, предательство и откровенный пофигизм. Подход а-ля «ты нам должен, потому что мы Россия, а если не согласен, мы надуем губы». Поддержка Ирана только на бумаге. Когда Израиль начал хуярить по их объектам, Москва сделала вид, что не заметила. Мы, конечно, против войны, но там сами разберитесь. Иранцы, которые до этого снабжали Россию дронами, слегка приофигели. Армению кинули вообще как-то не по-пацански. ОДКБ? Да идите вы нахуй. Пока азербайджанцы брали Карабах штурмом, российские миротворцы курили в сторонке. Армяне посмотрели на это и поняли: ну вы и предатели. Сейчас Ереван поворачивается к Западу и НАТО, а Москва обижается и гундит про неблагодарных. Азербайджан? Так Кремль умудрился и с ними посраться. Устроили массовые задержания азербайджанцев в Екатеринбурге. Убили людей.
вызвали международный скандал. Баку охуел, обвинил Россию в этнических чистках и начал арестовывать российских журналистов у себя дома. Дружба братских народов. Ага. Китай? Ну, тут вообще цирк. В Москве любят показывать крепкие рукопожатия Путина и Си. Но втихаря ФСБ пишет секретные доклады, где Китай назван чуть ли не стратегическим врагом, потому что китайцы тупо шпионят и выкачивают все, что плохо лежит, от военных технологий до сибирской землицы. Москва, конечно, молчит, потому что на экономическом поводке, но про дружбу без границ уже даже говорить смешно. Беларусь? Ну тут почти родня. Лукашенко на словах готов хоть в ад с Путиным. Но заметьте, свою армию в Украину он не отправил. Делает вид, что союзник, но очень ценит свою жопу и власть. Прекрасно понимает, если втянется посерьезки, ему кирдык. Так что обнимается с Кремлем, а сам тихонько ведет серую торговлю с Западом. И, наконец, Северная Корея. Последний верный друг. Ну тут уже совсем пи***ц. Когда твой единственный надежный партнер — это ядерный карлик, который в любой момент может потребовать что угодно, значит ты официально в клубе мировых изгоев. Короче, Кремль умудрился поссориться даже с теми, с кем ссориться трудно по определению. Им аплодируют стоя. Иран был почти единственным, кто реально снабжал Россию чем-то полезным — дронами-шахедами. Но стоило Израилю с Америкой устроить показательную взбучку по иранским объектам, Россия моментально слилась. Пару раз проблеяли в ООН, что мы против насилия, и все. Иранцы посмотрели на это и поняли: вы что, охуели? Где союзническая помощь? Итог. Тегеран прекрасно понял, что русские друзья нужны только когда надо их барахло для войны с Украиной. Когда же самому Ирану пиздец подкрался? Москва в домике. Азербайджан. В конце июня полиция в Екатеринбурге устроила рейды по азербайджанцам. Итог. Несколько трупов, задержания, избиты. Официальный Баку настолько охуел, что обвинил Россию в этнических чистках у себя дома. Отменили все культурные мероприятия, вызвали посла, арестовали сотрудников российского «Спутника» в Баку, закрыли русский дом. Кремль сидит с офигевшей рожей или печет что-то про «мы очень сожалеем». Удивительно, как талантливо можно было рассориться с обеими сторонами Карабахского конфликта. Армения. Они уже, похоже, давно все поняли. Россия п***й, ОДКБ, да идите лесом. Когда Азербайджан взял Карабах штурмом, российские миротворцы даже не чихнули. Пашинян плюнул на все эти договоры, заморозил участие в ОДКБ. Теперь там миссия ЕС по безопасности, обсуждают учения с НАТО, а Россия снаружи. Еще и ратифицировали Римский статут. В теории готовы арестовать Путина. С такими друзьями и врагов не надо. Беларусь. Ну, Лукашенко из всех, пожалуй, самый хитрый. На публике-то брат на века. На деле жопой чует, что полезь в Украину сам. Его режим пизданется. Воюет он ровно на словах. Армия стоит на границе и жрет тушенку. При этом батька торгует налево и направо, чтобы хоть как-то бабки шли. Но при этом остается якобы верным союзником. Короче, вассал на цепи, который при первой возможности ее перегрызет. Китай, Кремль любит говорить о дружбе без границ. Но в ФСБ лежат документы, где Китай записан как стратегическая угроза. Китайцы шпионят, вербуют, вытаскивают все технологии, что еще остались. При этом строят планы на исконно китайские земли вроде Владивостока. Москва молчит, потому что без Китая экономика просто сдохнет. Дружба такая, один доит, другой притворяется коровой. Ну и финал этой печальной пьесы. Ким Чен Ин, последний верный союзник, торгует снарядами, чтобы русские могли дальше ебашить по Украине. Ну давайте честно, если твой лучший друг на планете — чувак, который шантажирует мир ядеркой и держит свой народ в нищете, это диагноз. Россия официально в клубе стран, от которых шарахаются все, кроме таких же маргиналов. Кремль любил продавать сказку про многополярный мир, типа «Запад гниет, а Россия — центр силы, вокруг которого сплотятся все обиженные». В красивой фантазии это выглядело так: Китай, Иран, Индия, Африка, Латинская Америка. Весь БРИКС на коленях умоляют Москву вести их в светлое будущее без проклятых янки. В реальности получилось чуть иначе. Кремль хотел быть центром антизападного движения, получил статус токсичного изгоя. И это не происки НАТО, это не результат англосаксонских интриг. Это сугубо отечественный продукт, сделано в России. Потому что можно быть даже злым и страшным, но хотя бы последовательным. Но когда ты сначала друг, потом предатель, тебя никто не уважает и не боится.
Россия хотела собрать под своим крылом половину мира. В итоге сидит с Кимом Чен Ыном на коленках и рассказывает друг другу страшилки про Америку. Тут нет никакой великой загадки. Россия сама все просрала. Потому что ее-то дипломатия — это не переговоры. Это работало, пока казалось, что у Кремля под жопой реальная сила. Пока армия хоть как-то наводила ужас, а экономика могла выдержать санкции. Пока кто-то еще верил в глубокие традиции российской дипломатии. Но оказалось, что за этим фасадом пустота и тупая жадность. Друзей кинули при первой возможности, союзников продали. Все обещания нарушили, и когда мир это понял, начался отток. Армения помнит, как ОДКБ защитила ее от Азербайджана. То есть никак. Иран понял, что Россия полезна только как рынок для дронов. Китай понял, что можно доить Россию как корову и качать из нее все. Технологии, ресурсы, политические уступки. Лукашенко понял, что воевать за Путина он точно не будет. Азербайджан понял, что с Москвой можно говорить только жестко. А остальные поняли, что Кремль настолько токсичен, что рядом стоять опасно. Это результат не заговоров ЦРУ, а абсолютно конченной политики последних лет. Ни одного долгосрочного плана. Только сегодня всех наебем, а завтра посмотрим. Даже шантаж ядеркой перестал работать, потому что видно, что блефуют. Никто не уважает кидал и истеричек. Боятся возможно. Но уважение — это давно закончилось. Ну вот и добрались до самой забавной части. А что теперь? Теперь Россия — это формально большая страна с дохрена ракетами, но без друзей. Никто не придет на помощь, если ее начнут реально душить. Китай заберет все, что плохо лежит. Иран будет торговаться до последней копейки. Беларусь придет посочувствовать и украсть тушенку. Армения и Азербайджан просто вышвырнут из региона. А Африка и Латинская Америка подпишут контракт, пока есть скидки. И тут же сольются при первом шухере. Северная Корея. Да, последний друг. Но такой друг, который сегодня дает тебе снаряды, а завтра потребует ракеты. И если не дашь, начнет торговаться с твоими врагами. Россия теперь — это такой токсичный партнер, которого боятся звать на вечеринку, потому что он либо все сломает, либо начнет угрожать всех взорвать. Ее статус в мире — неприкасаемый, с которым вынуждены торговать. В Совбезе ООН вечное вето, но толку мало, когда голосование за осуждение твоих действий дает 100 плюс голосов против тебя. Экономически — на китайском поводке, политически — в изоляции. Даже те, кто еще вынужден с тобой дружить, делают это с прищуром и второй рукой на кошельке. А руководство все еще бормочет что-то про многополярный мир, не замечая, что весь этот мир им уже брезгливо машет рукой. Смешно? Да. Трагично? Тоже. Но самое главное — абсолютно заслуженно. Вот так вот Россия сама себя и загнала в полный геополитический тупик. Не Запад ее туда силой затащил, не НАТО заколдовало. Нет, это был чисто отечественный проект. Сделано в России. Руководство страны решило, что достаточно пугать весь мир ядеркой и истеричными заявлениями, что можно шантажировать друзей и предавать союзников, а они все стерпят. Оказалось, не стерпят. Потому что в международной политике уважают даже врагов, если они сильные, последовательные, надежные. А кидалы, которые вчера обещают защитить, а сегодня сливаются и воруют все со стола, уважаемыми не бывают. Россия хотела быть центром антизападного мира, а стала изгоем даже среди изгоев. Хотела страшить всех своей мощью, а теперь все просто ржут над ее многократными красными линиями, которые никто не боится. Хотела дружить с Китаем без границ, а теперь Китай доит ее как последнюю корову и втихаря планирует, что делать с Дальним Востоком лет через 20. Хотела удерживать постсоветское пространство, а теперь там крутят ей фак и лезут в НАТО. В итоге остался один союзник – сумасшедший диктатор из Северной Кореи. Самый токсичный и непредсказуемый. Последний друг в клубе мировых изгоев. И самое смешное – Кремль даже не понимает, почему так вышло. Они до сих пор бормочут про великую державу, не замечая, что в зале уже никто не слушает. Только Ким кивает и делает пометки, что еще можно у них выторговать. Вот и все. Великий многоходовочный проект по построению империи влияния закончился. Финал – Россия и ее великий союзник КНДР на обложке Foreign Policy. Поздравляем, аплодисменты, занавес.
А вы были на канале «Утилизатор реальности». Если этот разбор зашел, жмите лайк, подписывайтесь и пишите в комментах, как вы оцениваете геополитический успех этих гениев. До встречи в следующих выпусках. Разъебывать мифы еще долго не закончим.